Когда Анна совершала утреннюю пробежку по заповеднику, она увидела что-то, что остановило ее. Так близко от тропы. Она увидела зубра. Когда она остановилась, животное приблизилось к ней, и, пока она была в шоке, оно мягко прижалось головой к ее телу. Анна никогда не была так близка к бизону или к любому другому животному, если уж на то пошло. Она любила бегать трусцой по природному заповеднику из-за тишины и покоя. Когда животные замечали людей, они обычно бежали в другую сторону. Анна не могла поверить в то, что видела. Это, конечно, не было обычным поведением. Когда животное двигалось, Анна знала, что должна следовать за ним, но будет ли хорошей идеей сойти с тропы и протиснуться мимо веток и листьев? Вскоре она обнаружила, что окружена деревьями, кустами и множеством листьев. «Куда ты меня ведешь?» – спросила она вслух, хотя и продолжала следовать за бизоном. Она также схватила свой телефон. Увидев, что у нее осталось всего 2 такта, она поняла, что должна сделать это быстро. Ни одна служба не могла оказаться смертельной. Она просто делилась своим местоположением со своим парнем. Она быстро написала Мэтту, сообщив ему, где она оставила тропу и где находится в настоящее время. Животное не сбавляло темпа, хотя часто останавливалось, чтобы Анна могла его догнать. По мере того, как они углублялись в лес, Анна не могла не заметить, что уже смеркается. Солнце начало клониться к закату, удлиняя тени в лесу. Зубр внезапно остановился, заставив Анну тоже замереть как вкопанную. Она глубоко вздохнула, успокаивая нервы, и медленно сделала несколько неуверенных шагов к дереву. Ее брови нахмурились. Теперь она еще меньше понимала, что происходит. Почему Зубр привел ее сюда? Перед ней стоял лагерь. В данный момент здесь никого не было. Тем не менее, люди, которые жили здесь, отсутствовали недолго, так как пепел их костра был еще немного теплым. Зубр смотрел на нее почти обеспокоенно, когда Анна вошла в лагерь. Она увидела разбросанную повсюду одежду, припасы и карты. Здесь происходило что-то странное, и она докопалась до сути. Среди разбросанных вещей Анна нашла журнал в кожаном переплете. Открыв его, она обнаружила, что первые страницы заполнены скрупулезными заметками о заповеднике. В записи говорилось о разнообразных животных, которые называли заповедник своим домом, об их повадках и поведении. Ранее записи журнала подробно описывали модели миграции животных, демонстрируя впечатляющее разнообразие диких животных. Турист был не просто случайным посетителем, а человеком с глубоким пониманием местности. Этот человек провел здесь значительное количество времени, обучаясь и документируя. Кемпер, по-видимому, следовал по определенному маршруту, возможно, что-то отслеживая. Карты и подробные записи в дневнике наводили на мысль о целенаправленном исследовании. Любопытство Анны возбудилось. Что отслеживал этот человек? Почему они так спешили? Действия Зубра были обдуманными, он вел Анну по лагерю. Воодушевленная действиями Зубра, Анна с новой силой осмотрела лагерь. Она обнаружила ряд следов, которых раньше не замечала, и которые вели прочь от лагеря. Обнаружение фрагментов карты и их связь с журналом добавили новый уровень глубины поиска Маны. Зубр двигался целеустремленным шагом, уводя ее прочь от знакомых троп в густую чащу леса. Анна внимательно следовала за ней, ее глаза сканировали окружающую пустыню, доверяя инстинктивному знанию земли животным. Карта в ее руке была путеводителем, а бизон — компасом. Лес окутал Анну и зубров, над ними выгнулся зеленый полог. Они пробирались через густой подлесок, где солнечный свет едва касался земли. Анна наблюдала за зубром, который был с ней, и думала о том, что он здесь один. Она начала строить гипотезы о его отделении от стада. Возможно, она была вытеснена в борьбе за господство, или, может быть, она стремилась к чему-то утраченному. Спокойное поведение бизона в ее присутствии наводило на мысль об уникальной истории. Вернувшись к журналу, Анна наткнулась на упоминание об оборудовании, которое обычно не используется любителями дикой природы. Были упоминания о продвинутых устройствах слежения, очках ночного видения и другом снаряжении, которое казалось неуместным в арсенале натуралиста. «Зачем им это нужно?» – спросила себя вслух Анна. Переход от энтузиаста дикой природы к тому, кто, по-видимому, занимается более навязчивой деятельностью, был тревожным. Анна знала, что в одиночку ей не справиться. Ей нужен был телефонный сигнал. Она огляделась по сторонам, оценивая окрестности на предмет возвышенности. Наконец, Анна увидела потенциальное место для лучшего приема.
Впереди была поляна, которая обещала отдохнуть от безжалостного полога, который покрывал большую часть леса. Наконец они добрались до поляны. Анна поспешно вытащила телефон, скрестив пальцы в ожидании сигнала. Внезапно она заметила поток текстовых сообщений, большинство из которых принадлежало Мэтью. Он, должно быть, волнуется, болен. Анна быстро написала сообщение Мэтью, своему парню, ее пальцы слегка дрожали. «Я все еще нахожусь в заповеднике. Я иду за зубром. Я позвоню в полицию и пришлю вам местоположение». Анна отправила сообщение, ее сердце бешено колотилось, когда она осознала все, что произошло. Далее Анна набрала номер в местное отделение полиции. Ее голос звучал ровно, когда она сообщила об обнаружении заброшенного лагеря и странном поведении бизонов. «Я считаю, что в заповеднике может быть незаконная деятельность», — пояснила она. Ожидая полицию, она обнаружила клетки, веревки и остатки импровизированных мест содержания под стражей. Каждое доказательство, которое она находила, дополняло историю эксплуатации и жестокости, скрытых в лесу. Записи в дневнике теперь имели ужасающий смысл. Это было не просто наблюдение, это была активная незаконная охота. Затем, в наступившей тишине, Анна услышала тихое, болезненное рычание. Следуя за звуком, она обнаружила двух молодых детенышей бизона, попавших в ловушку. Слезы наполнили глаза Анны, когда она медленно подошла к ним, говоря нежным, успокаивающим тоном. Все будет хорошо». Пока спасатели освобождали телят, Анна обратилась к зубру, который привел ее сюда. Она знала, что в его глазах она увидела что-то, что можно было назвать только благодарностью. Основываясь на информации Анны и доказательствах, собранных в лагере, полиция смогла быстро установить личность и местонахождение браконьера. В течение нескольких часов человек был задержан и привлечен к ответственности за преступления против дикой природы. Когда Анна наблюдала за тем, как бизон присоединяется к своему стаду, ее охватило чувство покоя. Приключение, в которое она ввязалась, изменило ее так, как она и представить себе не могла.